Привет, друзья! Это канал MBS Electronics и с вами я, Олег. Сегодня у нас видео на тему Arduino и симулятора Proteus. В эту программу из коробки уже включены все необходимые средства для работы с платами Arduino, и более того, есть возможность визуального построения программ для Arduino фактически без применения программирования как такового. Фактически рисуя алгоритм прошивки, используя стандартные блоки, соединяя их между собой и просто меняя некоторые их свойства. Вы можете создать алгоритм программы, нарисовать его, тут же проверить в симуляторе, отладить, даже не имея в наличии физические платы Arduino и вот этих дополнительных платок, шилдов. После создания программы и отладки ее в симуляторе вы можете непосредственно из Proteus залить эту программу в физическую, в настоящую плату Arduino и уже проверить эту программу свою в железе. При этом все это делается в одной единственной программе в Proteus 8. Теоретически вам даже не нужно иметь на компьютере стандартную оболочку Arduino, хотя я вам очень советую перед началом работы все-таки ее скачать и установить, чтобы она у вас была, потому что Proteus также может использовать вот этот компилятор от стандартной оболочки Arduino. Конечно, никто вам не мешает в принципе отказаться от такого подхода, от визуального составления алгоритма программы. Вы можете просто писать как обычно на языке C, которым в сущности и является язык Arduino, так же как вы это делаете в оболочке Arduino, но вы можете это делать в Proteus, и Proteus это все поддерживает. То есть у вас есть выбор: либо писать в Proteus программу как обычно и симулировать ее тут же в Proteus, либо создавать программу в визуальном редакторе из стандартных блоков. Вы можете делать так, как вам больше нравится. То есть вот эти два подхода поддерживаются Proteus. Итак, друзья, для того, чтобы мы с вами могли воспользоваться визуальным программированием Arduino, нам нужно для этого правильно создать проект. Открываем Proteus, идем в меню «Файл» и выбираем новый проект, New Project. Открывается окно мастера создания нового проекта. В первой строке нам нужно дать какое-то название нашему проекту. Давайте напишем просто 001. Пусть так называется наш проект. В следующей строке нам нужно указать расположение нашего проекта на жестком диске. Я специально создал папочку у себя на диске D. Папочка у меня будет называться Proteus. Создаем здесь новую папку и называем ее так же, как проект 001. У вас может быть, естественно, другой путь и другие названия. Это не имеет значения. Открываем эту папочку и нажимаем вот здесь «Выбор папки». Далее вот здесь ниже мы видим с вами три радиокнопки. Первая радиокнопка, она выбрана по умолчанию, называется «Новый проект». Вот мы ее и оставляем по умолчанию. Должно быть выбрано «Новый проект» в данном случае. Внизу нажимаем кнопочку «Next». Здесь нам предлагается выбрать размер листа для создания принципиальной схемы. Здесь лучше не мельчить, чтобы у нас было место на этом листе. Лучше выбрать что-то не меньше, чем А2. Это стандартные размеры бумаги. И нажимаем еще раз кнопку Next. В этом окне Proteus нам предлагает создать проект печатной платы. Кроме всего прочего, Proteus имеет функции разводчика печатных плат, но в данном случае мы не будем пользоваться этими функциями, поэтому оставляем вот здесь Do not create PCB layout, то есть не создавать проект печатной платы, и просто нажимаем Next. В следующем окне нам нужно выбрать, какой тип прошивки мы будем создавать для нашего проекта. Видите, по умолчанию у меня стоит No Firmware Project, то есть не создавать прошивку проекта. Ну, это мы можем выбирать, если нам для проекта Proteus вообще не нужна прошивка, там нет микроконтроллеров, либо если мы пишем нашу прошивочку, нашу программу для микроконтроллера в какой-то другой программе. Например, в официальной среде Arduino или в каком-то другом компиляторе мы это делаем, а потом загружаем в Proteus для симуляции. Но в данном случае мы с вами хотим использовать полностью возможности Proteus, и нам нужно выбрать правильный тип проекта.
проекта. Поскольку мы хотим с вами делать проект визуально, составлять его из этих программных кубиков, то нам нужно выбрать вот эту третью радиокнопку, которая называется Create Flowchart Project. Визуальная диаграмма построения проекта в Proteus называется Flowchart. Включаем эту галочку, у нас активируются вот эти поля, и здесь нужно выбрать тоже правильные параметры. Family — это семейство наших плат. Здесь у нас есть только две возможности, это Arduino и Raspberry Pi. То есть кроме Arduino мы можем составлять вот эти визуальные проекты также для платы Raspberry Pi, но в данном случае нам нужно выбрать, конечно, Arduino. И в следующей строке нам нужно выбрать плату. Как известно, сейчас выпускается большой ассортимент плат Arduino. Есть Arduino Nano, есть Arduino Uno и много других. Так вот, здесь нам нужно выбрать, для какой платы мы будем делать прошивочку. В данном случае я выбираю Arduino Uno. И в третьей строке, это тоже важно, нам нужно выбрать компилятор для нашего проекта. Выбор здесь только один: Visual Designer for Arduino AVR. У вас может быть другая ситуация. У вас должна быть именно вот такая запись. После слова AVR в скобочках ничего не должно быть. Здесь может быть двоякая ситуация. Давайте нажмем вот на эту кнопку. Это конфигурация компиляторов всего Proteus. В этой колонке таблицы это название компиляторов. Вот здесь мы видим, это установлен компилятор у нас или нет. И в этой колонке можно посмотреть путь расположения компилятора, в какой папке он находится, и при необходимости добавить нужный. Нас с вами интересует вот эта вторая строка Visual Designer for Arduino AVR. В колонке Installed у вас должно стоять Yes. Это значит, что у вас установлен компилятор для визуального проекта. Однако здесь может быть другая ситуация. Когда я первый раз открыл это окно после установки программы Proteus, у меня здесь было вот так. Вот это поле было пустое, соответственно, Installed у меня стояло здесь No. Что делать, если у вас будет такая ситуация? Как оказалось, все довольно просто. Вот здесь в колонке компиляторы спускаемся глазами вниз вот сюда и находим здесь Arduino AVR Proteus. Просто выделяем вот так этот путь к компилятору, копируем его и вставляем вот сюда. Здесь используются два одинаковых компилятора. Нажимаем ОК. Если же здесь у вас не будет назначен компилятор, то в этой строке у вас тоже будет написано Not Configured, то есть компилятор у вас не сконфигурирован. Тогда вам надо вот как раз проделать все то, что я вам сейчас рассказал. Нажимаем ОК, видим, что здесь с компилятором все хорошо. После этого нажимаем кнопочку Next. Это последнее окно мастера, и оно показывает нам просто конфигурацию нашего нового проекта. Если здесь что-то не так, мы можем вернуться назад и что-то поменять. Если все хорошо, нажимаем Finish. И по завершении наших всех этих манипуляций мы получаем в Proteus новый проект. В данном случае наш проект состоит из двух вкладок. Это вкладка Schematic Capture, принципиальная схема. Здесь мы видим нашу плату Arduino. Кстати, о чем многие не знают, платы Arduino в Proteus представлены не как стандартные компоненты Proteus, которые можно найти вот здесь в списке компонентов. Поэтому, не зная об этом, многие люди думают, что Proteus вообще не поддерживает Arduino. На самом деле, как вы видите, это не так. Дело в том, что все платы Arduino, а также дополнительные модули Arduino хранятся в Proteus в виде вот таких схемных блоков. Это не компонент, это именно схемный блок. Называются они Project Clip, и находятся все вот здесь. Можно открыть меню файл и найти здесь Import Project Clip. Нажимаем сюда, выбираем Arduino, и вот они, друзья, все здесь заготовочки, схемные блоки, вот эти, как они называются, клипы. Все, что касается Arduino, видите, насколько их здесь много. Огромный список всего для Arduino. Итак, вернемся к нашему проекту. У нас есть заготовка схемы с нашей платой Arduino. Пока здесь больше нет никакой периферии, мы можем ее добавлять впоследствии. И вторая вкладка – это визуальный шаблон нашего проекта прошивки. Давайте посмотрим на принципиальную схему. Разглядим подробнее модуль Arduino Uno.
Этот компонент на самом деле это микроконтроллер от Mega 328. Он просто здесь переименован. Подписали его Arduino Uno. Частота у нас стоит здесь 16 МГц. Стандартная частота для Arduino Uno. И пока что здесь нет ссылки на программный файл, потому что программа у нас не откомпилирована еще. Также у нас здесь есть кнопка. Это стандартная кнопка, которая встроена в плату Arduino. И у нас есть стандартный светодиод, который тоже встроен в любую плату Arduino. Светодиод у нас подключен к порту 13 Arduino, вот сюда. А кнопка Reset у нас подключена к контакту Reset, вот сюда. Перейдем на вкладку прошивки. Здесь стандартная заготовка, то есть пустой проект. Мы уже можем его откомпилировать. Он успешно откомпилируется, но поскольку здесь нет никаких полезных действий, то этот код ничего делать не будет. Для того, чтобы откомпилировать прошивку, можно нажать вот сюда на клавишу Play, то есть пуск, либо можно в меню Build выбрать Build Project. Запускаем и видим вот здесь внизу сообщения пошли. Это означает, что идет компиляция. Первая компиляция происходит довольно долго. Потом, когда вы будете что-то добавлять в проект и компилировать ваш проект заново, то процесс будет происходить гораздо быстрее. Наша пустая прошивка откомпилирована. Можно нажать Старт. Видите, программа запустилась, но она, как и ожидалось, ничего не делает. Тем не менее, она нагружает наш процессор на 75%. Это потому, что у нас есть пустой цикл, который постоянно крутится, так сказать, внутри микроконтроллера. Нажимаем на стоп. Давайте зайдем снова в схему. Кликнем на микроконтроллере и видим, что у нас вот здесь в графе Program File появился путь к файлу прошивки микроконтроллера. С этим пока что понятно. Давайте вернемся во вкладку Visual Designer. Давайте вот так вот выделим эти элементы, расположим их горизонтально, чтобы нам можно было немножко увеличить это все. Итак, что мы здесь видим в этой заготовочке? Первое — это процедура Setup. Вот она. Пока что у нас здесь только начало процедуры и окончание. End Setup и End. Сюда мы можем вставлять любые действия, которые нам нужны, чтобы настроить нашу программу. Произвести настройку встроенной в микроконтроллер периферии, либо каких-то внешних модулей. То есть все, что нам нужно выполнить один раз в начале программы, мы помещаем вот сюда, в эту процедуру Setup, между Setup и End. А вот эти элементы — это наш основной цикл программы, главный цикл программы. Те, кто когда-либо программировал Arduino в его стандартной оболочке, либо вообще программировал микроконтроллеры, те знают, что в любой программе для микроконтроллера есть основной цикл программы. Основной, как говорят, бесконечный цикл. Вот он представлен здесь. В этот цикл мы помещаем различные процедуры, которые нужны именно для работы программы, которые делают что-то полезное. Этот цикл крутится бесконечно. Вот мы сейчас откомпилировали, запустили программу, она уже у нас нагружает процессор, потому что этот цикл постоянно крутится между loop и end. На самом деле это происходит не только в микроконтроллере, не только в Arduino, но и в любой компьютерной программе есть основной цикл. Так вот, здесь у нас вот это основной цикл программы. Также основной цикл мы можем назвать главным потоком программы, потому что мы можем вводить еще и дополнительные потоки, которые будут инициироваться с помощью прерываний. Например, мы можем поместить сюда вот этот блок. Блок называется событие или event. Назначить ему какое-то прерывание, например, от встроенного в микроконтроллер таймера. Но это выходит за пределы темы нашего сегодняшнего видео. Давайте удалим этот блок. У нас будет только главный цикл нашей программы. Для начала, как это принято, сделаем простую мигалку светодиодом. Давайте обратим наш взор вот на эту часть нашего проекта. Наш визуальный проект представлен здесь в виде дерева. В корне дерева мы видим папочку с названием нашего проекта. Это папка текущего проекта. Дальше мы видим вот здесь вкладочку с названием Flow Card Files. И здесь видим единственный файл с названием Main. Это файл вот с этими диаграммами нашего проекта. И дальше мы видим еще одну ветвь нашего дерева, вот эту, которая называется периферия.
Сюда мы можем добавлять разные периферийные устройства из библиотеки Proteus. В данном случае у нас здесь всего лишь одно устройство. Оно называется CPU, то есть центральное процессорное устройство, микроконтроллер нашего Arduino и все, что его окружает. В данном случае здесь под CPU подразумевается не только наш микроконтроллер, а вот это все, весь вот этот блок со светодиодом, с кнопочкой встроенной, то есть вся плата Arduino Uno у нас здесь называется CPU. Вот это надо иметь в виду, что не только сам микроконтроллер. Здесь мы видим несколько периферийных устройств, вот они помечены красным цветом. Это означает, что они не активированы. По умолчанию они не активны. У нас есть здесь таймер, у нас есть здесь модуль I2C и другие периферийные модули, которые находятся внутри микроконтроллера от Mega 328. Изначально они не активированы, но мы можем их активировать, нажав на правую кнопку и выбрав Enable Peripheral. Вот я активировал таймер сейчас. И теперь я могу при желании добавить вот этот блок, войти в него. И вот здесь у нас появился таймер 1, он активен, можно задать его интервал. Про таймеры и связанные с ними прерывания мы будем говорить, наверное, в другом ролике. Так что отключим здесь таймер, чтобы не добавлять в нашу прошивку лишних команд, потому что если мы включаем здесь таймер, то очевидно будет создаваться какой-то код для инициализации этого таймера, этого периферийного устройства. И отключив периферийное устройство здесь, мы уменьшим в итоге конечный размер нашей прошивки. Поскольку мы с вами хотим делать программу мигалку светодиодом, а светодиод у нас уже встроен в плату Arduino, значит он должен быть где-то здесь. Вот здесь в дереве CPU у нас должен быть вот этот встроенный в плату светодиод. И действительно, мы здесь видим команду set bulb in LED, то есть включить встроенный светодиод. Предположим, что я хочу, чтобы сразу после включения питания у нас засветился этот светодиод на какое-то время. Это действие у нас выполняется всего лишь один раз во время включения микроконтроллера, во время включения платы, поэтому очевидно, что нам надо поместить эту команду вот сюда в процедуру setup. Давайте так и сделаем. Ищем здесь команду setup bulb in LED, перетаскиваем мышкой на нашу диаграмму и вставляем вот сюда. Двойной щелчок, и мы можем выбрать свойства. Либо написать здесь on. On означает, что светодиод у нас светится, он включен, а off означает, что светодиод у нас выключен. Так вот, я хочу, чтобы при включении питания светодиод у меня сразу начинал светиться. Пишем здесь on. На этом все. Окей. После этого я хочу, чтобы светодиод у меня светился на протяжении 1 секунды. Для этого у нас служит модуль Time Delay. Он находится вот здесь, выглядит вот так. Берем этот модуль Time Delay и мышкой перетягиваем на нашу диаграмму. Двигаем так, чтобы вот здесь появились точки. Это значит, что модуль у нас установился в последовательность операций, вот в эту цепь. И мы можем вот так двигать это все потом. По умолчанию выдержка времени стоит у нас здесь 100 миллисекунд. Давайте поставим 1000 миллисекунд. Время здесь задается в миллисекундах. По умолчанию здесь можно выбрать также микросекунды и секунды. Ну, давайте секунды выберем и напишем 1 секунда у нас будет выдержка времени. Окей. Не забываем сохраняться, нажимаем Ctrl-S. Больше в нашей простой программе, здесь в процедуре Setup, ничего не будет. Дальше мы переходим к основному циклу. Алгоритм у нас будет такой. После включения питания светодиод у нас загорается на 1 секунду и после этого начинает мигать с какой-то частотой. Сейчас посмотрим с какой. Как вообще работает программа? Симуляции, либо если вы это делаете в железе, при включении питания, фактически вот эта кнопка Play, это означает включение питания устройства, которое мы хотим здесь симулировать. После включения питания у нас сначала выполняется вот эта процедура Setup. После того, как вот эта последовательность команд выполнена, вот таким вот образом они выполняются. Еще раз повторю, что эти команды выполняются только один раз при запуске микроконтроллера или при нажатии кнопочки Reset, перезагрузки. После этого начинает выполняться основной цикл. Программа переходит вот сюда. У этого цикла есть начало и есть конец. И он начинает крутиться по кругу вот таким вот образом.
крутится бесконечно, пока мы не нажмем на кнопку Reset, либо не выключим питание. Давайте здесь в дереве платы нашей выберем опять же светодиод и установим его сюда. Поскольку здесь у нас светодиод включен был, потом задержка 1 секунда, вот здесь нам надо, чтобы светодиод был выключен. Выбираем Off и нажимаем ОК. Итак, светодиод у нас выключается. Дальше у нас идет еще одна временная задержка. Берем вот этот модуль и перетаскиваем его сюда. Вот он подцепился. И здесь я установлю, ну пусть будет 200 миллисекунд. И нажимаем ОК. Выделяем вот этот блок светодиода, нажимаем Ctrl-C, копируем, потом Ctrl-V, двойной щелчок и выбираем здесь ON. Точно так же копируем и вставляем временную задержку 200 миллисекунд. Сохраняем Ctrl-S и все, друзья, программа у нас готова. Давайте попробуем ее откомпилировать. Идем в меню Build и выбираем Build Project. И смотрим, у нас идет вот здесь компиляция. Она закончилась очень быстро, потому что помните, что мы в самом начале откомпилировали пустой проект. Он компилировался довольно долгое время, наверное, секунд 8. Сейчас все произошло мгновенно, несмотря на то, что я добавил довольно много новых команд. Все, проект у нас откомпилирован. Я мог бы сразу нажать Play, вот эту кнопочку запуска симуляции, и проект бы автоматически откомпилировался. Proteus бы понял, что мы сделали в схеме какие-то изменения, которые не откомпилированы и не вошли в конечный файл прошивки. Он бы произвел компиляцию, и только после окончания компиляции он бы запустил проект на выполнение. Итак, нажимаем клавишу Play. Обратите внимание на то, что мы с вами даже не переключались в окно принципиальной схемы. Появляется вот здесь такая вкладка с нашими периферийными устройствами. В данном случае это светодиод и кнопка Reset. И мы видим, что светодиод уже мигает. Давайте сделаем сброс. Нажмем на кнопочку Reset. Вот она, задержка 1 секунда. И светодиод начинает мигать. Еще раз нажимаю. Длительная задержка сначала. И светодиод начинает мигать. Мы с вами сейчас можем переключиться вот сюда на Schematic Capture, в окно схемы, и здесь тоже мигает светодиод. Соответственно, кто работал в Proteus раньше, тот знаком, это обычное окно, схематическое окно Proteus. То же самое можем сделать здесь, нажать на кнопку сброса. Видите, светодиод загорелся, и теперь он начинает мигать через какое-то время. То есть наша прошивка, друзья, работает. Теперь попробуем загрузить вот эту нашу прошивку в реальный контроллер, то есть в реальную плату Arduino. У меня есть вот такая плата Arduino Uno. Я заказал ее на AliExpress. Ссылка будет в описании, друзья. Давайте подключим эту плату к одному из USB портов компьютера. Красный светодиод показывает, что на плату подано питание, а зеленый — это тот самый встроенный светодиод, который подключен вот к этому порту с номером 13. Сейчас плата настроена так, что зеленый светодиод у нас просто светится непрерывным светом. Вот этот красный светодиод, наверное, надо бы его заклеить изолентой, потому что он слишком яркий и слепит мне глаза. После того, как мы подключим Arduino к компьютеру, необходимо проверить, на какой последовательный порт встала эта плата. Кнопочка «Пуск», нажимаем на правую кнопку, вызываем диспетчер устройств. В диспетчере устройств ищем порты COM и LPT. Открываем эту ветку. Вот она, моя китайская плата Arduino. Она встала на порт с номером 10, COM10. Вот здесь в скобках написано. И определилась как USB-Serial CH340. Закрываем диспетчер устройств. Плата у нас подключена. И запускаем Proteus. Открываем наш проект с названием 001. Запустим, проверим. Все работает. И теперь нам нужно попробовать залить эту прошивку, которую мы разработали здесь в Proteus, залить ее в физическую настоящую плату, которую мы только что подключили к компьютеру. Для этого нужно настроить проект правильно. Перейдем во вкладку Visual Designer. Откроется наш Flow Card. В главном меню появляется пункт Проект, Project.
Открываем меню Project и выбираем Project Settings, установки проекта. Появляется окно настроек проекта, и здесь нужно выбрать правильный программатор, друзья. Программатор, который будет у нас заливать прошивку в физическую плату. И здесь нужно выбрать вот именно то, что стоит у меня сейчас. AVR Dude, так он называется. Выбираем. Дальше вот в этой строке интерфейс выбираем тот контроллер, который установлен на нашу плату Arduino. В данном случае это Atmega 328. Вот его и выбираем. Он будет у нас здесь выбран по умолчанию, естественно, потому что плата у нас Arduino Uno. И в следующей строке порт нам нужно выбрать правильный COM-порт. Proteus уже определил нужный COM-порт и установил здесь, видите, USB Serial CH340 и в скобках COM10. Это как раз тот порт, на котором у нас висит наша физическая плата. Все, нажимаем ОК. После этого идем в меню Build, открываем и выбираем пункт Upload, то есть загрузить. Либо сочетание клавиш Ctrl F8. Нажимаем. Идет компиляция проекта перед загрузкой. И пошла загрузка в нашу плату. Все, друзья. У нас все получилось. Программа залита в физическую, в настоящую плату Arduino. И, как видим, у нас замигал светодиод. Давайте нажмем кнопку Reset. Вот секунда, и пошло мигание. Хорошо, друзья, если вам Arduino еще не наскучило, давайте создадим небольшой проект, который будет делать больше полезных действий. Создадим новый проект. Давайте кликнем вот на эту иконку. Вместо того, чтобы идти в меню файл, назовем наш проект 002. 001 у нас уже есть, пусть будет 002. Папка сохранения проекта. Давайте создадим папочку с названием 002. Оставляем здесь радиокнопку New Project. Размер выберем тоже A2. Не будем создавать проект печатной платы. Выбираем Flow Card Project, Arduino, Arduino Uno, Visual Designer for Arduino AVR. И нажимаем Finish. Так у нас новый проект. Опять же, сделаем так, как нам удобнее. Давайте сделаем такую прошивку, которая будет считать количество нажатий на кнопку и отображать это количество на жидкокристаллическом дисплее 16:2. Соответственно, нам нужно добавить два периферийных устройства, жидкокристаллический дисплей и кнопочку. Смотрим вот сюда, в наше дерево проекта. Вот это ветвь дерева проекта, которая отвечает за периферийное устройство. И вот прямо на вот этой самой ветви, на папочке, нажимаем правую кнопку мышки и выбираем «Добавить периферию». Открывается окно, где мы можем выбрать стандартную дополнительную плату Arduino. Они рассортированы по вот таким вот папкам. Нас интересует вот эта вторая папочка, которая называется Breakout. Что такое платы Breakout? Для Arduino выпускается очень большое количество различных добавочных дополнительных плат. Есть так называемые шилды и есть так называемые Breakout платы. В терминологии мира Arduino шилды — это платы расширения, которые устанавливаются на платку Arduino. То есть шилды имеют габариты точно такие же, как та плата Arduino, для которой они предназначены. Плата Arduino имеет вот такие разъемы, и шилд устанавливается сверху. У него распиновочка соответствует плате Arduino. Breakout платы — это более мелкие платы, они не предназначены для установки непосредственно сверху на плату Arduino. Они рассчитаны на то, чтобы устанавливать их на беспаечную плату, на макетную плату и соединять проводниками уже с платой Arduino. Выпускается огромное количество вот этих breakout плат для Arduino, и все их вы можете заказать по совершенно небольшой цене на AliExpress по ссылочкам в описании. Это если вы хотите что-то сделать уже физически в железе. А мы сейчас будем работать с виртуальными breakout платами, которые находятся в Proteus вот в этой папочке Breakout периферия. Находим здесь две платы. В первую очередь это вот эта плата. Она называется Arduino Alphanumeric LCD 16:2 Breakout Board.
На самом деле это обыкновенный, самый распространенный ЖК-дисплей, который может отображать две строки символов по 16 символов каждый. Выбираем двойной щелчок, плата дисплея добавляется вот сюда. Вот она у нас здесь появилась. И нам нужно выбрать плату с кнопкой. Вот она здесь находится, называется Momentary Action Push Button, то есть просто кнопка. Кликаем на ней дважды. Таким образом, мы добавили два периферийных устройства вот сюда, в дерево периферии нашего проекта. Закрываем это окно. Видим, что на FlowCard у нас с вами ничего не поменялось, но если мы переключимся в окно схемы, то вот увидим здесь все наши платки. Для того, чтобы проверить, все ли у нас хорошо, попробуем запустить наш проект, нажать на кнопочку «Старт». И вот видим, здесь компиляция не прошла успешно, мы получили ошибку. Ошибка заключается в том, что один порт нашей платы Arduino назначен на какие-то два периферийных устройства. Давайте посмотрим. Можно вот так колесиком мыши увеличить схему и смотрим. Обращаем внимание, что вывод 14 жидкокристаллического дисплея подключен на порт I/O2 нашей Arduino. И кнопка тоже у нас подключена на порт I/O2. Ну, обычно Proteus следит за тем, чтобы дополнительные платы подключались на правильные пины, чтобы не было конфликтов. Но в данном случае у нас есть вот такой конфликт, и нужно исправить его вручную. Для этого дважды кликаем на вот этом пине кнопки. Выбираем здесь галочку блокировки. И сейчас мы можем поменять назначение порта. Выбираем I/O1. Нажимаем ОК, переключаемся в окно FlowCard и пробуем запустить наш проект. Как видим, симуляция у нас идет, она ничего не делает, потому что никакого кода, никаких блоков дополнительных мы не добавляли в наш алгоритм, но также и нет никаких ошибок. Останавливаем симуляцию, и теперь мы можем что-то здесь создавать. В первую очередь в программе нам потребуется переменная, которая будет выполнять функции счетчика, как раз счетчика наших нажатий на кнопочку. Давайте добавим в проект переменную. Для этого предназначен вот этот блок, друзья. Нашу переменную мы добавим в процедуру установки, то есть в setup. Перетаскиваем этот блок сюда. Блок называется assignment, то есть назначение. Дважды кликаем на нем. Открывается окно, и здесь нам нужно добавить переменную. Пусть она будет называться у нас английской буквой I. Нажимаем на кнопочку New, добавляем переменную I. Здесь нам нужно выбрать тип переменной. Пусть тип будет у нас integer, это целое число. Нажимаем ОК. У нас появилась здесь переменная I типа integer. Здесь мы можем назначить нашей переменной какое-то первоначальное значение. Нажимаем на пимпочку, выбираем нашу новую переменную I, и у нее значение будет 0. И нажимаем ОК. Видим, что здесь в блоке у нас появилась переменная I, и она равна 0. Я хочу, чтобы в момент включения питания платы на дисплее бы у нас высвечивалась некоторая информация. Давайте вот здесь, где у нас периферийное устройство дисплей, нажимаем здесь слева на пимпочку, открываются все команды, доступные для нашего дисплея. Ищем здесь команду print и перетаскиваем вот сюда вслед за назначением переменной. Дважды кликаем на этом блоке, на блоке print, и вот здесь в строке, которая называется аргументы, вводим в кавычках, в двойных кавычках, это обязательно, то есть так как мы выписали, например, в программе на C, вводим то сообщение, которое мы хотим, чтобы у нас отобразилось на дисплее. В данном случае это будет button pressed. Видим, что вот здесь у нас появилась зеленая галочка, значит никаких ошибок в выражении, которые мы написали, нет. Нажимаем ОК. Мы уже сейчас можем с вами запустить нашу программу и посмотреть, будет ли что-то высвечиваться на дисплее. Давайте переключимся в схему. В левом нижнем углу нажимаем кнопку Start. На дисплее выводится сообщение Button Pressed. Останавливаем симуляцию, переходим опять в окно программы. Теперь я хочу, чтобы во второй строке дисплея у нас бы отобразилось значение, вот это изначальное значение переменной I, то есть 0. Теперь нам нужно дать команду дисплею, чтобы он перевел позицию печати в начало второй строки. Для этого ищем в дереве команд дисплея команду setCursor. Вот эту команду. Тянем ее сюда и вставляем после команды print.
Опять же, дважды кликаем на этой команде Set Cursor. Видим здесь строку Call, это колонка, Row это строка дисплея. Вот там, где Row, надо поставить циферку 1. Нумерация идет от 0. То есть первая строка дисплея обозначается цифрой 0, вторая строка обозначается цифрой 1. Указали здесь 1 и нажимаем ОК. Дальше нам нужно в начале второй строки напечатать значение переменной I. Опять находим команду print, либо копируем ее отсюда. Я возьму вот здесь в дереве, перетащу сюда. Двойной щелчок по блоку print. Теперь нам нужно напечатать не какую-то произвольную строку, которую мы можем вбить сейчас здесь в виде текста, а нам нужно напечатать значение переменной. Но непосредственно мы не можем в команде print задать какую-то переменную числовую. Нам нужно преобразовать число в строку. Для этого вот здесь справа, видите, здесь справа есть список доступных функций. Нам нужно выбрать вот эту третью сверху функцию toString, то есть преобразовать число в строку. Сначала нужно кликнуть мышкой здесь в строке аргументы. Видим, здесь у нас мигает курсор. Затем нужно выбрать вот здесь функцию toString, дважды кликнуть на нее. Дважды кликаем на нее, и у нас функция автоматически поставлена здесь в строку аргументов. Дальше устанавливаем курсор вот здесь между скобочек и дважды кликаем по нашей переменной integer. Видим, что здесь появилась зеленая галочка, значит, у нас никаких ошибок нет. Нажимаем ОК. Давайте попробуем запустить нашу программу сейчас. Видим, что все работает так, как нужно, и можем продолжать. Вот эта процедура setup нам больше не нужна. Давайте отодвинем куда-то ее вот так, чтобы нам она не мешала. И сейчас будем работать уже с главным циклом нашей программы. Первое, что нам нужно поместить вот в этот поток команд, это опрос кнопки. Вот у нас здесь наша кнопочка, плата с кнопочкой. Это очень простой элемент, никаких дополнительных команд здесь нету, поэтому перетаскиваем сюда саму эту кнопку. На нашей диаграмме блок кнопки выглядит вот таким вот образом. У блока кнопки есть один вход, вот он, и два выхода. Если кнопка нажата, то выполняется вот эта часть программы. Если кнопка у нас не нажата, то выполняется вот эта часть программы. Давайте сначала запрограммируем те действия, которые происходят в случае нажатия на кнопку, если мы нажимаем на нашу кнопочку нашим пальцем. А первое, что должно происходить в момент нажатия на кнопку, это значение переменной I у нас должно увеличиваться на единицу. Берем еще раз вот этот блок Assignment, кликаем на него два раза, открывается окно. Видим, что у нас есть одна единственная переменная I. Выбираем ее вот здесь в выпадающем списке. И пишем для нее выражение I равно I плюс 1. У нас появляется здесь наше только что введенное выражение I равно I плюс 1. Вообще эта операция называется инкремент, увеличение на единицу. Теперь нам нужно значение переменной I вывести на дисплей. В программе уже есть нужное действие. Вот они здесь, эти два блока. Поэтому просто выделим эти два блока, нажмем Ctrl-C и вставим Ctrl-V. Подводим мышку вот сюда к этой точке и тянем вот сюда к блоку Set Cursor. Все подцепилось. Точно так же подводим мышку вот сюда к этой точке и тянем стрелочку к блоку End. Давайте попробуем откомпилировать проект, проверить, все ли у нас хорошо. Опять же, это можно сделать несколькими способами. Можно нажать кнопку Start в левом нижнем углу, можно нажать вот здесь иконку Build Project или в главном меню, в меню Build выбрать Build Project. Давайте нажмем вот здесь на кнопку Build Project. У нас возникла ошибка, красным цветом у нас подсвечен блок кнопки. Ошибка возникла потому, что мы не задали никакого действия на состояние кнопки, когда она не нажата. Это нода No, то есть состояние кнопки не нажато. И перетянем вот сюда. Обойдем все вот эти процедуры, все эти блоки. Подразумевается, что когда у нас кнопка не нажата, программа ничего не делает. Она просто переходит вот сюда к блоку End. Снова попробуем откомпилировать наш проект. Проект успешно откомпилирован, никаких ошибок нет. Давайте попробуем запустить на выполнение. Запускаем. Видим исходное состояние программы. Дисплей нам показывает, что кнопка нажата 0 раз. Пробуем нажимать на нашу кнопку.
Видим, что кнопка у нас работает. Нашей целью было посчитать каждое нажатие. Однако, если мы нажимаем кнопку и удерживаем, то у нас дисплей вот таким вот образом увеличивает показания непрерывно. Почему это происходит? Очевидно, что получается у нас следующая вещь. Когда мы нажимаем кнопку, выполняются вот эти команды. После того, как эти команды выполнены, наша программа переходит в начало, но поскольку кнопка у нас все еще нажата, это все происходит бесконечно, пока мы удерживаем нашу кнопку в нажатом состоянии. Нам нужно учесть только одно единственное нажатие и отпускание кнопки. То есть, если мы какое-то время удерживаем кнопку в нажатом состоянии, ничего у нас происходить не должно. Здесь можно поступить разными путями. Давайте освободим место для дополнительных команд. Кстати, нужно сказать, что выполнение команд можно переносить вот сюда дальше на лист. И можно добавлять даже несколько листов диаграммы. Все это делается очень просто. Позже я расскажу об этом, как можно так сделать. Однако у нас сейчас здесь на листе достаточно места, и мы можем вставить еще одну команду. Очевидно, что нам нужно сделать еще один опрос нашей кнопки. Выделяем вот этот блок кнопки. Копируем Ctrl-C, вставляем Ctrl-V. Помещаем этот блок вот сюда, после первого опроса кнопки. Получается, что у нас последовательно соединены два опроса кнопки. Удалим вот эту связь, выделим мышкой, по правой кнопке выбираем Delete, удалить. Вот это у нас нода No, то есть состояние кнопки не нажато. И соединяем вот таким образом. А вот эту ноду мы перетаскиваем вот сюда. Предположим, вот здесь мы с вами нажали на кнопку и ее удерживаем. Следом срабатывает очередной опрос этой кнопки. И если наша кнопка продолжает быть нажатой, то крутится вот этот цикл, друзья, пока мы держим кнопку нажатой. Как только мы отпускаем нашу кнопку, то срабатывает вот эта цепь команд. Получается, что подсчет нажатий у нас сейчас должен срабатывать в момент отпускания кнопки. Давайте проверим, действительно ли это так. Откомпилируем нашу программу, нажав на вот эту иконку. Все, программа откомпилирована. Перейдем в схему и запустим схему на выполнение. Нажимаем на нашу кнопку. И видим, что у нас все прекрасно работает. Теперь наше устройство виртуальное может посчитать нажатие на кнопку. Как видим, подсчет у нас осуществляется по моменту отпускания кнопки. Однако, возможно, кому-то из вас захочется сделать так, чтобы подсчет осуществлялся именно по факту нажатия на кнопку, а не по факту отпускания. Хотя для меня разницы нет. Вот вам, друзья, домашнее задание. Попробуйте сами сделать так, чтобы у вас отсчет происходил именно по нажатию на кнопку. Я вам дам небольшую подсказку. Чтобы это сделать, нужно вот этот блок, второй опрос кнопки разместить в некотором другом месте и немножко изменить логику его работы. В заключении, как и обещал, я покажу вам, как перенести алгоритм на следующую строку. Допустим, у вас алгоритм сложный, длинный, и здесь у вас не хватает места. Для того, чтобы перенести на новую линию алгоритм, нужно в любом месте выделить связь. В данном случае логично выделить вот здесь, нажать на правую кнопку и выбрать вот этот пункт Split. В этом случае линия разделяется на две части. Здесь вставляется маркер, и мы можем спокойно перенести вот сюда и продолжать здесь вставлять какие-то другие команды. Можно еще раз это сделать, Split, перенести сюда. Фактически у нас все будет происходить, вот этот главный цикл у нас будет крутиться вот таким образом. Я нажал пересобрать проект, и видите, вот компиляция успешно завершена. И, конечно же, у нас все прекрасно работает. Что ж, друзья, пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео.
Еще раз напомню, что все ссылочки на оплату Arduino, на дополнительные оплаты я помещу в описании к этому видео. Также обязательно напишите в комментариях, получилось ли у вас выполнить домашнее задание, то есть сделать так, чтобы подсчет нажатий срабатывал не на отпускание, как сейчас, а на факт нажатия именно. А я на этом с вами прощаюсь. До свидания, друзья, до следующих встреч на канале MBS Electronics.